Всем привет! Меня зовут Леонид Волков, я основатель Общества защиты интернета. И я рад анонсировать и начать новую серию видеороликов. Мы видим, что в последние месяцы очень широкие круги людей наконец осознали важность происходящего с интернетом в России. Блокировка Телеграма, уголовные дела за репосты и прочие резонансные темы вывели на улицы тысячи наших сограждан, а миллионы стали интересоваться, а что вообще делается? Вот мы и хотим об этом подробно рассказать. Это видео первое в череде нескольких подробных рассказов о том, как устроен интернет в России сегодня. Мы хотим сделать эти рассказы понятными для широкого круга зрителей. Поехали? Начнем мы с блокировок. Тут у нас скоро юбилей. 1 ноября будет 6 лет со вступления в силу закона 139 ФЗ. Полное название у него длинное. О внесении изменений в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети интернет. Этот закон внес в другие федеральные законы ряд положений, предполагающих фильтрацию интернет-сайтов по системе черного списка и блокировку запрещенных интернет-ресурсов. То есть, как вы видите из названия, началось все с благовидного предлога – заботы о детях. Но, конечно, это был только предлог. Позднее закон был подкреплен постановлением правительства номер 1101 от 26 ноября 2012 года, которым было утверждено, что все интернет-ресурсы, которые признаются запрещенными, выносятся в специальный реестр. Ведением этого реестра, а также контролем за исполнением блокировок должен заниматься Роскомнадзор, вы все знаете это название. Это такая федеральная служба, которая по логике является подразделением Минкомсвязи, теперь Минцифразвития, но в настоящее время, создается ощущение, является абсолютно самостоятельным политическим игроком, который может что угодно заблокировать, никому при этом не подотчетен, никому не отвечает. Решает политические задачи власти. Давайте попробуем разобраться, как работает система блокировок в России технически. Но для того, чтобы понять, как работают и как не работают блокировки, нам нужно разобраться, как вообще работает интернет. Это нам и для других наших видео пригодится. Слово «интернет» дает нам важную подсказку. Интер – между, нет – сеть. Интернет – между сетями. Дело в том, что современный интернет – это действительно сообщество сетей, автономных систем. Автономных в буквальном смысле. Каждая автономная сеть оператора связи, теоретически, может работать сама по себе, без выхода на другие сети. Правда, тогда у вас не будет доступа к контенту, который расположен в других сетях. Как, впрочем, и ваша информация или сообщения не будут доступны пользователям сетей других операторов. Сеть каждого оператора устроена по принципу уровней. На первом слое это так называемый уровень доступа. Это когда ваше интернет-устройство физически, то есть кабелем или по радиопротоколу, если речь идет о мобильной сети, подключается к коммутаторам оператора связи. Если упростить, то коммутаторы доступа устанавливаются в домах. Или можно представить их как базовые станции оператора сотовой связи. Далее коммутаторы доступа собираются в кучку, подключаясь к следующему уровню – агрегация. Это нужно, чтобы собрать множество сегментов сети в единый поток. Например, множество домов, которые объединяются в районе. Уровень агрегации, в свою очередь, сводится в следующую точку, которая называется ядром сети. Для того, чтобы подключиться к сетям других операторов, автономная система, конечно, должна с ними соединиться каким-то физическим каналом. Обычно для этого используется довольно мощное телекоммуникационное оборудование и специальные, такие толстые интернет-каналы. Множество автономных систем различных операторов связи, объединенных между собой магистральными линиями связи, собственно и представляют собой тот самый интернет, который мы с вами знаем и любим. При этом операторами в такой системе являются не только те, кто представляют услуги доступа в интернет физическим или юридическим лицам, провайдеры, но и всевозможные дата-центры, хостинговые компании, интернет-корпорации, Google, Яндекс или Facebook. Все они тоже имеют собственные автономные системы, которые подключаются к другим автономным системам. В самом начале жизни интернета, в 70-х годах,
Когда ученые придумывали сеть для себя, они решили использовать принцип «простая сеть, умные границы». В соответствии с этим принципом вся содержательная работа должна была выполняться на границах сети, а сама сеть просто передавать данные пользователей, не задумываясь о том, что именно передается. Узлы сети связи смотрели только на адрес сети получателя информации и отправляли ее дальше, не заглядывая внутрь и не анализируя саму информацию. Это позволило сделать сеть очень простой. Это было важно в 70-х годах, впрочем, важно и сейчас. Каждому устройству надо было проанализировать только несколько байт из каждого пакета информации, то есть адрес назначения выяснить, чтобы переслать пакет дальше. Такое оборудование для интернета оказалось существенно проще, чем оборудование для существовавшей тогда телефонной связи. Проще, а как следствие дешевле, надежнее, совместимее. У интернета стало появляться больше пользователей, оборудование становилось еще дешевле, доступ еще более массовым, ну и в конце концов мы имеем наш сегодняшний интернет. Он развился благодаря этим архитектурным решениям. Попытка заставить именно операторов связи анализировать не только адреса, но и содержимое передаваемой информации совершенно в корне противоречит этому принципу и отбрасывает связь в тех странах, которые решили массово фильтровать информацию, на десятилетия назад. Тут нужно отметить, что между собой операторы объединяются по принципу технической возможности. То есть понятно, что два мелких оператора, находящихся на разных концах России или в разных странах или на разных континентах, не могут физически проложить кабель между собой. Операторов тысячи. Поэтому существует особый класс операторов, которые называются магистральными. Они как раз строят такие большие каналы, которые уже объединяют между собой города, страны, континенты, а к ним присоединяются мелкие операторы. В России самые крупные из таких магистралов это Ростелеком, Транстелеком или, например, Мегафон. На самом деле их гораздо больше, магистральных операторов даже в России, но с меньшей протяженностью каналов, меньшим числом городов охвата. Некоторые из международных операторов, имеющих собственные трансокеанские линии связи, называются операторами первого порядка, Tier 1, и на них держится мировой интернет. Их немного, их чуть больше десятка, и российских операторов среди них нет. Собственно, зачем мы это все рассказываем? Очень просто. Вот посмотрите на условную схему в упрощенном виде, показывающую, как работает интернет. Посмотрим и давайте взглянем, в каком месте этой схемы некто, мы, конечно, знаем, кто это совершенно определенно, но кто бы это ни был, сможет поставить некое оборудование, которое может принимать такое решение, пропускать трафик к определенной точке или не пропускать. Посмотрим и увидим, что задача-то не так проста, как кажется на первый взгляд. Из-за беспорядочной связанности операторов между собой не так-то просто выбрать точку, где можно поставить цензурирующий фильтр. Трафик просто потечет в обход фильтра по другому маршруту. Ведь именно в этом и заключается смысл архитектуры интернета. В дублировании каналов прохождения трафика, в многократном дублировании. И это сделано было в свое время вовсе не для того, чтобы ничего нельзя было фильтровать, но для надежности системы в целом. Если на одном из путей прохождения пакетов с информацией случается авария, то изменяется путь. И пользователь даже этого не заметит без специальных знаний и инструментов. С точки зрения такой архитектуры сети, блокировка – это и есть авария, которую надо просто обойти. Но как же тогда устроены блокировки? На самом деле, при желании фильтровать трафик это можно сделать несколькими способами. Например, установить фильтр на устройстве на компьютере пользователя. Это самый простой способ. Специального программного обеспечения, которое фильтрует трафик на стороне пользователя, очень много им пользуются. Например, в некоторых корпорациях для отслеживания, чем занимаются сотрудники. Или для безопасности, чтобы вирусы к вам не проникли. Тоже стоит программное обеспечение и фильтрует. Но ведь только далеко не каждый пользователь вдруг внезапно решит, что что-то в интернете ему смотреть запрещено и добровольно поставит себе фильтр, блокирующий, например, Telegram. Понятно, что известные нам персонажи, ФСБшники, эшники, роскомнадзоровцы и Владимир Владимирович Путин никак не могут доверять населению России в таком важном вопросе, как цензура и блокировки. Оно же население как дети малые. Сразу полезут читать какой-нибудь запрещенный экстремизм. Следующий вариант установки цензурных фильтров – на магистралях между операторами.
Собственно, именно так устроен тот самый великий китайский фаервол, который успешно, с их точки зрения, работает в Китае и на который давно с завистью облизываются российские чиновники от интернета. Там фильтрующее оборудование установлено в точках обмена трафиком с зарубежными провайдерами. Только вот таких операторов, которым разрешено обмениваться трафиком с внешним миром, с иностранными операторами, их во всем Китае ровно 3. А все другие операторы, которых уже, конечно, гораздо больше, не имеют права напрямую получать связь с зарубежными провайдерами и должны подключаться к первым 3. Если что, название большой китайской тройки — это China Telecom, China Mobile и China Unicom. И все это акционерное общество с контрольным пакетом у государства, госкорпорации. Похожая схема хорошо работает, например, и в соседнем Казахстане. Там тоже право трансграничной передачи трафика ограничено несколькими приближенными к власти операторами. Но в России ситуация, к счастью, в корне отличается. На момент съемки этого ролика в Российской Федерации 976 операторов имеют каналы связи с заграницей. Всего попарных связей российских операторов и иностранных 2370. И за этим Общество защиты интернета следит в своем индексе связности. И как можно ограничить право операторов заключать договора с поставщиками, с иностранными операторами, не очень понятно. Кроме того, такая схема с великим китайским фаерволом позволяет блокировать контент, находящийся за пределами страны. Но то, что находится внутри фаервола, так заблокировать нельзя. Фильтр не стоит на пути нехорошего контента, если сервера находятся внутри страны. Китай решает эту проблему хитрым китайским способом. Сотнями тысяч так называемых умаодан. Это младшие члены, кандидаты в Коммунистическую партию Китая. Их специально учат, и они специально изыскивают непотребный контент и занимаются его прям физическим удалением из внутри китайской сети. И этот путь для России, к счастью, не подходит. Нет никаких сотен тысяч достаточно мотивированных мегеровцев, нашистов, которым это было бы не лень делать, или которых можно было бы заставить это делать. И при этом нужно особо отметить, по абсолютному количеству контента Россия не уступает Китаю, хотя население у нас в 10 раз меньше. То есть китайское решение не подходит, к счастью, российским чиновникам, хотя они и смотрят на него с завистью. Кроме того, такие системы фильтрации стоят весьма приличных денег. Китай тратит порядка $500 миллиарда в год на систему «Золотой щит», которая включает в том числе и армию этих самых умаодан. Поэтому российские чиновники изобрели свой путь. Третий способ фильтрации. Российский. Заставить всех операторов установить специальное оборудование у себя на своих ядрах сети, в своих автономных системах и, разумеется, за свой счет. Сделали это просто, изменив законодательство таким образом, чтобы внедрение фильтрации контента входило в лицензионные требования, которые предъявляются каждому оператору связи. Если фильтра нет, для оператора это грозит отзывом лицензии и запретом легально оказывать услуги, потерей всего бизнеса. Вот это и случилось в 2012 году с принятием закона 139 ФЗ, с которого мы начали, и который был призван якобы бороться с педофилами, с торговлей наркотиками, с самоубийствами. Конечно же, в первую очередь, по этому закону по решению суда были заблокированы политически неблагонадежные сайты Гранеру, Ежеру, а потом в 2014 году и блог Навального, ради чего все и затевалось. По задумке регулятора, процесс блокировок по 139 закону устроен так. Все запрещенные ресурсы, о том, как ресурсы становятся запрещенными, мы еще сделаем отдельное видео, учитываются Роскомнадзором и заносятся в единую базу данных, единый реестр запрещенных сайтов. Он так и называется. Ничего, что Конституция России запрещает цензуру. С некоторой периодичностью все операторы связи обязаны синхронизировать свою базу для фильтрации с единым реестром Роскомнадзора. Если они этого не делают, Роскомнадзор штрафует оператора. Процесс получения от Роскомнадзора обновлений вот этих черных списков на сленге операторов называют выгрузки. Синхронизированная или выгруженная база данных с черными списками применяется на фильтрационном оборудовании каждого провайдера. Правда, сразу после внедрения блокировки работали плохо.
тысячи операторов, для которых качественные блокировки стали, во-первых, финансовой обузой, а во-вторых, конкурентным недостатком, просто пренебрегали обязанностью блокировок. Если ты блокируешь, а твой конкурент нет, так пользователь уйдет туда. И делали они систему по принципу, чтоб было, и чтоб там добавляли, и чтоб не работало. В итоге система, конечно же, нифига не работала. Любые блокировки обходились не просто, а очень просто. И пару лет назад главный исполнитель цензуры в интернете, Роскомнадзор, запустил следующий этап — проверку блокировок с помощью программно-аппаратного комплекса «Ревизор». Это, по сути, обычный бытовой маршрутизатор со специальной прошивкой, которая имитирует поведение обычного пользователя. Должен ревизор устанавливаться на стороне оператора связи на уровне доступа и, как пользователь, обходить все запрещенные ресурсы из черного списка. И если ревизору из сети оператора удается получить доступ к запрещенному сайту, то оператору связи за это сразу выставляется счет, то есть в смысле штраф. В 2017 году эта система начала работать в промышленном масштабе. Вроде все в порядке у Роскомнадзора? Нет. В чем проблема данного решения? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, как уже было сказано, наличие фильтрации контента невыгодно оператору связи. Это не просто лишние расходы на создание и эксплуатацию таких систем. Это еще и конкурентная ситуация. Чем проще абоненту пользоваться услугами доступа в интернет, тем он к оператору лояльнее. А если тут сломано, тут закрыто, соответственно, лояльность уходит. Во-вторых, у любой системы фильтрации в интернете есть архитектурный изъян. Фактически ничего в интернете отфильтровать нельзя. Чтобы это понять, давайте посмотрим вот на такую схему. Эта схема очень похожа на предыдущую, но нужно обратить внимание на то, как можно получить доступ к любому заблокированному ресурсу. Нужно просто обратиться не напрямую к нему, а к какому-то другому, который и доставит заблокированный контент пользователю в обход блокировки. И таких ресурсов-посредников в интернете может быть очень много, буквально миллионы. Так работают все средства обхода блокировок. Просто заменяют обращение к сайту из черного списка обращением к серверу, которого в черном списке нет, и который находится за пределами контролируемой Роскомнадзором зоны. А тот уже вытаскивает и доставляет пользователю все, что ему нужно, и ничего с этим не поделать. Если уж совсем честно, то есть одно решение. Все возможные системы-посредники можно заблокировать одним единственным и очень плохим способом, так называемым белым списком. В отличие от черного, это когда в интернете можно пользоваться только тем, что разрешено. Но поскольку счет всем существующим интернет-ресурсам уже идет на миллиарды, составить белый список, разумный, к счастью, не представляется возможным. Или если этот список будет ограниченным, то, во-первых, никто не застрахован, что любой ресурс из белого списка вдруг не станет сервисом-посредником и не будет давать доступ в открытый интернет. Во-вторых, таким интернетом станет пользоваться совсем уже неудобно, неинтересно и бесполезно, если список сайтов, куда можно попасть, резко ограничивается. Количество абонентов просто сократится, операторы понесут убытки, экономика страны серьезно затормозит. На такой шаг, на белые списки, пока, по крайней мере, не решились даже такие подцензурные страны, как Китай и Иран. Ни одна страна в мире пока не решилась. И мы верим, или надеемся, что Россия здесь не станет первой. В этом небольшом видео мы попытались рассказать вам, как устроены блокировки в России. Итогом станет констатация нескольких фактов. Во-первых, интернет-цензура в России осуществляется за счет эксплуатации, принуждения операторов связи. Государство просто обязало их исполнять технически абсурдные и вредные для интернета требования за собственные деньги. Во-вторых, на самом деле блокировки все равно не работают, поскольку противоречат самой архитектуре интернета. И миллионы людей уже умеют их обходить. Результат предсказуем. Блокировки используются для ограничения доступа большинства российских граждан к той информации, которую Путин и его друзья считают вредной, и при этом злоумышленники, ради которых, собственно, создавалась вся эта система, очень легко и без труда обходят все эти блокировки. Блокировок в интернете быть не должно. Подписывайтесь на наш канал, здесь скоро будет много новых интересных видео. Не забывайте ставить лайки, делиться этим роликом в соцсетях и, конечно, пишите нам, о чем еще
вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Спасибо.